Проведя месяц в аниме GTA, то есть в НТЕ, я понял, что это лучшая гача, которую я обозревал на своем канале. Потому что в игре есть машины, мотоциклы, тюнинг, открытый мир, крутейший сюжет и просто бешено красивая графика в современном сеттинге. Так еще и с паранормальными явлениями и крутыми тянками и мужиками. Оставишь машину на дороге, появится пробка. Начнешь творить какую-то фигню, за тобой увяжется полиция. Пейзажи тут просто офигеть. Но и минусы, как вы понимаете, тоже есть. Поэтому я сейчас тебе и поведаю о моем опыте новичка в НТЕ. Но прошу заметить еще раз на ее бета-версии. Так что учитывай это, и напоминаю, в описании есть ссылки на мой телеграм-канал, где я пощу спойлеры к видосам, на Twitch, где я скоро буду стримить, Discord, Boosty, где мне можно задонатить, и, конечно же, ссылка на игру. Приятного просмотра, а я начинаю. Кстати, у меня сегодня день рождения только. Начинается игра с выбора перса, после чего нам показывают просто мощнейшую катсцену, где в городе Нью-Хелиос, тут проходят события игры, случается самая сильная аномалия за все время, тем самым нанеся неслабый урон городу. А затем нам дают по очереди поиграть за главных охотников на аномалии, которые прибыли в самый нужный момент. Это Фури, у него имя есть Ския, Фадия и Лакримоса. Играя за них, мы впервые видим здешнюю боевку, которую можно описать как смесь Ханкая с Геншином, плюс всякими своими фишками вроде парирования, уворотов, цикла Эспера, то есть синергий и так далее. Прикольно. А чуть позже еще один охотник, Байканг, случайно встречает нашу ГГшку. Они немного болтают, и он ее, можно сказать, спасает от мощной аномалии и отправляет до центра этих охотников. Правда, везет нас уже не он, а диджей Рука. В этой же катсцене, кстати, сразу заметно, насколько разрабы не жадничают на всякие приколы вроде вот таких эффектов. Да и в целом катсцены здесь довольно стильные. А когда мы приезжаем в Хетера, это вот этот центр охотников, нас там встречает помощница директора, точнее директорши. Она немного вводит нас в курс дела, знакомит с кошка-девочкой по пути в кабинет, и уже на месте происходит какая-то фигня. Аномалия как-то оказалась в кабинете, и нам с кошка-девочкой, опять же, надо эту ситуацию решить. Но вы гляньте, как это прикольно сделано. Мы попадаем в новую локацию без загрузок, в которой мы с кошка-девочкой немного снова деремся, там болтаем, и вот снова переход в следующую локацию без загрузок, а там босс. Мы с ним деремся, учимся парировать, все такое. Ну и после мы становимся первым неофициальным охотником на аномалии, и нас отправляют в скрытое аномальное бюро, которое якобы является антикварным магазинчиком, где после вот такой катсцены наконец-таки нам дают побегать самим. Мне кажется, или... Что? Я могу? Вау! Я могу ходить где угодно, походу. Воу! Оп, побежала по стеночке. Тут... Ой, что я вижу? Ой, что я вижу, ребятки, что я вижу? Ладно, чуть-чуть побегал. И хватит. Самое время активировать здешнюю статую Архонта и прийти в Эйбон, где мы поболтаем с парой прикольных персонажей, которые тоже, как и мы, охотятся на аномалии. И да, это то самое бюро. Там мы немного поспим, а как проснемся, у нас закончится пролог. А это значит, что да, во-первых, игра полностью в нашей власти, а во-вторых, открылись круточки. Да и, к счастью, это бета-тест, а значит, разрабы вежливо раздадут немного круточек. Но не парьтесь. На релизе мы в любом случае получим их немало, как и здешнюю валюту для открытия бизнеса, покупки машин и так далее. Но давайте, чтобы не торопить события, я пока расскажу о здешней системе гачи, которая на самом деле не так сильно отличается от той, к которой мы сейчас все привыкли. Это теперь не просто рандом, а немного обоснованный рандом. То есть каждая крутка — это кидание кубика. Сколько на нем шагов выпадет, столько и пройдет наша фишка. То есть как в настолках, но с всякими приколами, исключениями и софт-гарантом, начиная уже с 70-й крутки. А также отсутствием проигрыша 50 на 50, что просто великолепно. Но, к сожалению, с тех круток я ничего выбить не смог. Зато спойлер, в будущем я выбил всех, кого хотел, и даже в моменте выбил 3 леги подряд. Что, конечно, круто, но не на бетке и не на крутке, которые мне дали. Жалко, это все-таки бетка, так бы я был, не знаю, самым счастливым в мире. Но также хочу подметить, что в игре куча неигровых персов, которые такое чувство, что будут игровыми. Например, ведьма, которой надо принести здешние анимокулы. Выглядит, ну, мягко говоря, довольно игровой, скажем так. Но пока доступа к ней нет. Зато уже сейчас можно заметить, что прокачка тут наша родная. Левел, таланты, созвездия, артефакты, обыгранные по-другому. Просто знакомейшая картина. Если хоть раз играл в любую гачу, то сразу это все распознаешь. А для незнающих скажу, что тут качаешь все, что видишь, а в будущем тратишь смолу на геймпад, чтобы просто там выбить лучшие статы твоему персу, и все.
все. И, кстати, да, тут есть вторая смола для всяких доставок, других квестов, но это не так важно, как здешний открытый мир. Потому что здесь он не как в Геншине и Вуве, это не вот эти горы, равнины, сундуки, это именно настоящий город на острове. С прикольными парками, дорогами, аномалиями для ништяков и, конечно же, NPC-шками и машинами на каждом шагу. Только здесь их не 2-3 на локу, а прям дофига. Причем они не просто стоят, а все куда-то идут. Бывает, собираются группами, танцуют, реагируют на погоду, на нас, то есть на игрока, что лично для меня прям добавляет такого комфорта, атмосферы, так как находиться в реально живом городе куда приятнее, чем в каком-то АФК-городке. И это не говоря про городские активности, гонки и так далее. А также тут можно сбивать некоторые объекты, пытаться бить NPC, воровать в магазинах, отбирать машины, самому в кого-то врезаться. Кстати, про машины чуть позже. Но на это все будет реагировать полиция. Она, конечно, не такая крутая, как вы могли подумать, особенно на первой звезде, где за тобой просто гонятся полицейские машины, от которых можно скрыться, но на второй звезде за тобой начинают летать очень бесящие хомяки, которые тебя подрывают, и ты не можешь нормально ехать. А на третьей сразу врубается босс, которого я пока еще ни разу не смог победить, потому что он, ну, очень жесткий. Вы на него гляньте, какой он просто монстр нафиг. 2 или 3 раза я ему уже сливался, я до сих пор не понимаю, как его победить. А что будет, если проиграть или нас задержат? Просто нам нужно выплатить мелкий штраф и все. Для гачи, мне кажется, самое то, так что вопросов нет. И прежде чем перейти к транспорту, добавлю немного контекста, а то ты нифига не поймешь. В игре помимо моры, то есть основных монет на прокачку, есть еще и вторая валюта — городские фансы. За них покупается еда в магазах, декор, игрушки, интерьер для твоей квартиры, для кафешки, сама квартира, сами кафешки, если хочешь начать бизнес. Но нас интересует именно свой транспорт, не общественный, который тоже есть в игре, а именно свой. Изначально, после первого сюжетного квеста, мы уже сможем иметь какой-никакой скутер. Но, спойлер, это фигня, хоть и призывается где угодно. Потому что сразу можно пойти в первый, самый дешевый дилершоп, это там, где покупаются машины, и купить себе C2000, стандартная машина. И еще пару вариантов, но они нам пока не по карману. Поэтому покупаем нашу машиночку и наслаждаемся первым опытом вождения, хоть и немного вялым из-за слабой машинки. Но в будущем, когда вы начнете пробовать другие, более крутые, вы начнете замечать, что какая-то хороша для дрифта, какая-то более управляемая, какая-то более хорошо защищенная. Поэтому с механикой вождения, скажу сразу, тут все норм, не парьтесь. Как человек, который любит гоночки и когда-то давно играл в 4-ю Форзу, могу сказать, что гонять в игре довольно приятно. Хоть и есть небольшие недочеты, вроде того, что на двухколесном транспорте камера слишком резко двигается из стороны в сторону. Хотя лично для меня это не такая уж и проблема. Все равно в игре всего там мотик и скутер. Кстати, мотик имба, советую покупать. И также, как человек, который уже попробовал все интересующие меня машины, могу сказать так. Для гачи это офигенно, потому что в игре есть неплохой дрифт, какие-никакие гоночки, хоть и немного скриптовые, так что приятный опыт вождения вы точно получите. Потому что в гоночках там везде нужна определенная машина, везде там определенная погода, трасса, разные боты. Это, конечно, не НФС какой-нибудь, но все равно прикольно. У меня есть две любимых машины. Это одна вот эта дамская легкая машинка. Она имба, она супер поворотливая, супер быстро разгоняется, просто имбулька легкая. А есть еще вариант более тяжелый, но вот эта штучка за 3 ляма. Это моя любимая тяжелая машина, наверное, потому что она просто круто выглядит. Ну и звучит круто, и разгоняется быстро. Просто тюнинг ее стоит в 1,5 раза дороже, чем сама машина. Поэтому я чуть-чуть не тороплюсь ее раскачивать. И да, машины можно как бы красить, как-то менять им внешний вид, что прикольно. А еще стоит уточнить, что на управляемость и в целом на сцепление с дорогой влияет погода. Например, в дождь там ты больше скользишь, на снегу ты можешь занестись как-то на поворотах, но с этим можно бороться, потому что в мастерских можно покупать нужные вам шины. Типа вот эти для зимы, вот эти для дождя, а вот эти для гонок, чтобы вы были чемпионом. По крайней мере, там так написано. Когда я беру самые крутые шины, меня всегда жестко заносит на обычном шоссе. А по поводу оптимизации, она неплохая. На плюс-минус средних настройках лично у меня с вот таким ПКшником около 100 FPS. Хотя я могу спокойно играть и в 60 кадров, и на высоких. Просто как будто в контексте НТЕ душнить на оптимизацию это лишнее. Они в гачу вон сколько умудрились запихать. А я ведь даже не рассказал о еще куче нюансов, которые есть в игре. Как себе купить кафешки, как себе купить квартиру, как туда кучу аномальной мебели добавить, чтобы бафать персонажа. Там просто миллиард еще вещей, о которых можно рассказать. Но я просто не хочу вам все спойлерить. Поэтому
Вывод. NTE это своего рода эксклюзив. Может быть, в каких-то аспектах она и уступает другим гачам, может у нее там сейчас баги есть, но она в бетке. Уверен, они все быстро пофиксят. Да и такого опыта в других гачах я не получал, и, видимо, в ближайшее время никто из нас не получит, поэтому поиграть в нее точно стоит. Это эксклюзивный опыт, она свежак. А тем более на релизе игры будет русский. Так что жду именно твоих мыслей по NTE в комментах и подмечу, что у меня сегодня день рождения, так что можешь поздравить. Мне будет очень приятно, а еще приятнее, если зайдешь поздравить в ТГК, Дискорд или Бусти. Можешь подписаться там, лайк поставить и пока.